Всем привет, меня зовут Роман, и у нас на обзоре Lenovo, имя которому Legion. Legion 5 в данном случае просили читать вам наклеечку. Это 15ACH6H. Ну и модул номер вас вряд ли интересует. Ну, а серию я вам прочитал. Такая вот красота, снова синенькая. Как говорится, ничего нового, но отличие в комплектации. То есть, если вы думали, что я взял тот же ноутбук на обзор, то это не так. Здесь у нас 5800AH, в отличие от прошлого раза. Все еще RTX 3060, но экран на 165 Гц. То есть, другой процессор, другой экран, ну, то есть, старше его версия, ну и ноутбук для нашего региона. Поэтому давайте его посмотрим. Перед этим, конечно, хотелось бы сделать ремарку касательно его тестирования. Предыдущий мы тестировали на 5600H и RTX 3060, и в комментариях верно заметили, что у нас что-то не то с итоговыми результатами. Спойлер, у вас, наверное, с этим ноутбуком тоже может быть в принципе что-то не то в повседневной эксплуатации, если вы используете второй монитор, но об этом немножко позже. А сейчас давайте традиционно начнем с внешнего обзора. Опять немножко изогнутый дисплей, ну как бы вряд ли вы этому удивлены. Есть небольшой градус искривления, но совсем небольшой. Камера, подсветка, два микрофона, с этим проблем нет. Правда, некоторые жалуются на то, что микрофоны работают только в определенных условиях и с определенным драйвером, но у нас такие проблемы не возникали. В основном это касается моделей с 3070, 3080, мы этого не видели. Ну то есть у нас все нормально. Ставьте драйвера с сайта Lenovo, и у вас все будет хорошо. Ну, по крайней мере, если не помогает автоматическая установка через приложение, ставьте руками. Клавиатура абсолютно стандартная, тачпад приятный, но не более того. И клавиатура, и тачпад просто обычные. Хорошие, обычные клавиатуры и тачпад. Экран на 165 Гц. У него 300 нит яркости, не 250, как в предыдущем ноутбуке. Кстати, можете посмотреть обзор по подсказке сверху, если вдруг вам интересно. И, кстати, вам будет понятнее, когда вы посмотрите тот обзор, о чем пойдет речь в конце видео. Ну и, соответственно, все примерно в таком духе. Ноутбук, как бы экран и ноутбук немножко несоразмерны, но все же. Здесь у нас комбинированный разъем, микрофон, наушники, USB тип C. Здесь у нас физический переключатель камеры, то есть здесь не шторка, здесь именно физический переключатель. USB Super Speed. Ну и сзади у нас целая батарея разъемов, не считая двух выхлопов. Это зарядка, Super Speed USB с возможностью зарядки устройств, по-моему, до 100 Вт на разъем. HDMI, 2 USB Super Speed, USB тип C с дисплей портом, ну и сеть. Сеть не всегда присутствует физически в ноутбуках, но здесь она вот выполнена отдельным портом. Ну и ноутбук довольно тяжелый и довольно толстый. Пару слов о зарядке. Поскольку здесь мощная комплектация, у нас здесь довольно мощный кирпич в комплекте. 300 Вт, 20 вольт, все более чем солидно. Ну и так носить с собой такое себе удовольствие весит, ну, не как ноутбук, но как половина ноутбука точно. То есть вес у ноутбука и у зарядки довольно большой. Ладно, давайте мы сначала посмотрим его внутри, потом перейдем к тестам. Поэтому начнем с разборки. Итак, ноутбук у нас разобран. А чтобы вы правильно понимали, это ноутбук с нашей монтажной станции. Один из наших монтажных, скажем так, девайсов. Для второго монтажника у нас мобильное устройство.
И, соответственно, мы им пользуемся. У нас есть, скажем так, опыт эксплуатации. У нас он примерно чуть меньше месяца в эксплуатации, но как бы довольно показательно. Нагрузка постоянная, в том числе он тут ночью крутится в различного рода тестах. И вот это вот все. Ну, то есть, прям в эксплуатации. Здесь штатный SSD и не штатный SSD. Этот наш. Samsung 980 в комплекте не поставляется. Штатный у нас Western Digital, это SN730 SSD на пол терабайта. Правильно? Нет, это у нас терабайтник здесь идет в комплекте. Окей. Wi-Fi, как обычно, неизвестного происхождения с двумя антеннами. Все окей, антенны на тех же местах. Раз, два. Батарея. В старшей модели у нас старшая батарея на целых 78 ватт-часов, ну или 80 обычная. И маркированная емкость 78 ватт-часов на батарейке. Вот эти данные. Что тут еще такого интересного? Два модуля Samsung 3200, 8-гиговые односторонние модули, ну и как бы вот они. Вот они обои два. Система охлаждения от предыдущего ноутбука, если вы, конечно, смотрели обзор, ничем не отличается. Хотя здесь более мощный процессор, но даже так. Съемник с процессора, две тепловые трубки. Съемник с видеокарты, видеопамяти и VRM, тоже две тепловые трубки. Приходят они на радиаторы. Вот эти радиаторы довольно массивные. Эти радиаторы поменьше. Сами радиаторы медные, но в черной окраске. Особое внимание, конечно, стоит уделить самим тепловым трубкам, ну и как тому, как все это дело разведено. Очень толстые съемные пластины. Ну, здесь, я не знаю, здесь миллиметра 3-4. Ну ладно, 2-3 миллиметра. Съемная сама пластина, она вроде как алюминиевая. К ней через термопрокладки, которые вот у нас уже начали течь, приходят тепловые трубки. Они туда напаяны. Вроде как, не, знаете, вот эта пластина съемная, она тоже медная. Там вот либо она частично медная, то есть там вкладыш медный, либо она медная полностью. Драть краску очень не хочется, но там вот между трубками, где они припаяны, видна медь. Там, где она не покрашена. Сами трубки, естественно, медные. Это 8-миллиметровые, сплющенные немножко трубки. И в целом, ну, то есть два очень массивных съемника, по всей видимости, из меди, либо, возможно, комбинированные медь-алюминий, контактирующие через термопрокладки с всем остальным. В общем, выглядит серьезно. Но как бы хотелось бы, чтобы старшая модель была все-таки чуть серьезнее укомплектована, чем версия с более простым процессором. Но, опять же, проблем с перегревом у него нет, поэтому, ну, хотелось бы и перехотелось бы, соответственно. Тепловая трубка, которая отвечает за охлаждение чипов памяти и VRM видеокарты, выходит на два радиатора. И точно так же одна из тепловых трубок процессора выходит на два радиатора. Объединяет их тепловая трубка, которая тоже уходит на два радиатора, ну и позволяет частично задействовать либо видеокарте, либо процессору все 4 радиатора при необходимости. Но как бы это, конечно, хорошо, но... Нет, ладно, давайте серьезно. Система охлаждения выглядит солидно. Что меня расстраивает, то что вот здесь вот эта вот тепловая трубка не идет через все 4 радиатора. Так было бы эффективнее. То есть, ну вот не вот так ее пустить по низу, да, опустить ее вот так поверху, хотя здесь петли крепления, все остальное, ну можно было извернуться, пустить ее через сюда, да, через все радиаторы, а нижнюю вот эту тепловую трубку пустить только на вот эти вот два радиатора, возможно, или сделать так, как она сделана, только ограничившись ее длиной здесь. А так у нас получается все радиаторы между собой соединены тепловыми трубками, но косвенно, что не очень хорошо. И, конечно, меня расстраивает уже потекшие термопрокладки. Это говорит нам о том, что используются мягенькие термопрокладки с большим количеством силиконового масла, ну и они достаточно быстро теряют свою эффективность. Учитывая, что не так-то долго он в эксплуатации, по большому-то счету. По
данной луже стоит еще добавить, что у нас, конечно, немножко не те условия эксплуатации. У нас он ночью стоит на тестах. И ночью стоит на тестах это синтетика. Поскольку это синтетика, это означает, что у вас такой ситуации спустя месяц не будет. Но вот спустя полгода, если бы особенно вы на нем активно играете, ну, поскольку потекли прокладки на графической части, то у вас случится примерно то же самое. Ну, это не очень хорошо. Конечно, здесь нет пломбы. То есть я могу разобрать систему охлаждения, то есть поснимать вот это вот все, поднять ее и заменить сами термопрокладки, что, наверное, чуть улучшит тестовые результаты, но пока не буду этого делать. 5 minutes later. Разобрали мы систему охлаждения. Мы не планировали, но было принято волевое решение на рабочем-то нашем ноутбуке термопрокладочкой-то того махнуть. И здесь довольно интересно внутри, то есть не будем ничего предполагать. Мы сняли охлаждение, видим, что это медь крашеная. Видим размер радиаторов. Ну, вот здесь он довольно солидный, здесь он менее солидный. Есть выступ под петли на корпусе, петли довольно массивные. Окей. Термопрокладки все миллиметровые, но под память лежат другие. Возможно, другая теплопроводность, возможно, что-то еще, потому что серые термопрокладки лежат только на чипах памяти. Но потекли и они, и ВРМ, и, в общем, все в масле. То есть вот здесь, если посмотреть, например, маслица, ну, в общем, отпечаток на графическом чипе хороший, на процессоре тоже, в принципе, неплохой. Мог бы быть чуть лучше, но, опять же, мы намажем свою пасту, а не вот это вот. И будет понятнее. А так, везде термопрокладки, если для вас это важно, толщиной в 1 мм, даже на вот этих теплорассеивателях на SSD накопителе, они тоже 1-миллиметровые, раздавлены. Они, как вы можете видеть, не очень сильно, то есть отпечатки не очень глубокие. И в целом у вас с установкой на любые 1-миллиметровые термопрокладки проблем возникнуть не должно из-за того, что они передавлены и не совпадет толщина. Но я буду это все потихоньку менять на Arctic, на 6 Вт, на микрон на Кельвин. Ну, как бы все абсолютно стандартно. В целом он справляется. Мы уже знаем, мы им давно пользуемся хорошо, но вы это увидите чуть позже в тестах. И, собственно, наверное, давайте сразу к ним, потому что здесь, ну, вот, кроме вот этого, придраться на самом деле не к чему. Да, я бы хотел, чтобы чуть по-другому была сделана система охлаждения, но давайте серьезно. Она сделана хорошо. 4 радиатора, 2 из которых довольно массивные, то есть они вот такого размера. По ширине они достаточно высокие, примерно сантиметр у них высота, чуть поменьше, миллиметров 6-7. И в целом, ну, здесь никаких претензий к внутренней организации нет. 2М2, 2 слота под память. Максимальный объем по сайту 32 гигабайта, но можно попробовать поставить и 64. Прям королевская батарея на 80 ватт-часов. Ну ладно, 78, но окей. То есть большая батарея, 2 динамика, сеть, которую тоже можно поменять. Ну и в целом все довольно аккуратно. Поэтому все это дело... да. Радиаторы. На твердотельные накопители есть вот такие микрорадиаторы из, по всей видимости, дюралевого сплава с термопрокладками, которые идут в комплекте. Ну и они, естественно, работают, учитывая большие вентиляционные отверстия вот здесь. То есть, ну, в принципе, воздух до них тоже должен доходить, поэтому все должно быть нормально. То есть, к вопросам, к работе здесь твердотельных накопителей у нашей 980 SSD Samsung точно не возникало. У 730 VD тоже. Поэтому здесь все неплохо. То есть мне все нравится. Давайте закрывать, давайте тестировать, давайте смотреть, что покажут тесты. PCMark 10, 6730 баллов. Спойлер, для ноута это офигеть как много. Да, 8-ядерный 16-поточный процессор, да, 3060, в которой, кстати, на 300 CUDA ядер больше, чем в настольной версии, но меньше тактовая частота и, конечно, ограничение по потреблению в 130 Вт. Но результат впечатляет. В том числе и 3D Mark это тоже видит.
60 уверенных кадров в среднем в 3D Mark, но это практически результат настольной видеокарты, ну и не практически тоже. 8699 баллов, ну это окей, более чем окей. Ну и результат в играх на ультра настройках, которые предполагает 3D Mark, тоже, ну как бы, тонко намекает на то, что все в принципе хорошо у этой видеокарты. Да, конечно, 3060 в некоторых моментах для Full HD, для полных ультра настроек все еще недостаточно, но в целом тест DLSS тоже 3D Mark, ну и в целом пока DLSS off у нас кадров где-то в среднем в районе 38, а когда DLSS on уже практически стабильные 60 плюсом. Ну, как бы показатель DLSS здесь работает, впрочем, никто не удивлен. Тест рейтрейсинга. Здесь у нас неуверенные в себе 20 кадров, но как бы это, собственно, все-таки ноутбучная 3060, хотя и настольная тянет этот тест, если честно, не сильно лучше. Ну, технодемка, все дела. 5028 баллов по итогу. Ну и как бы, да, в рейтрейсинге, с рейтрейсингом карта тоже может. Особенно на своем Full HD дисплее. На больше она не сильно-то и заточена. Но как бы результат окей. Тест VR Mark. Ну, вдруг вы решите свои очки виртуальной реальности подключить вместо вашего дорогого компьютера к чуть менее дорогому ноутбуку. Но, как видим, в принципе, в среднем для VR ноутбука вполне достаточно, особенно такого. Cinebench R23 в однопотоке. 1419 баллов, и это много, если что. Не супер, конечно, но хорошо. А в многопотоке 12881 балл, а вот это уже отлично. Больше, чем у настольных процессоров 2000 и, наверное, сопоставимо с 8-ядерником 3000 серии. Это как бы, ну, показатель. То есть, в принципе, для работы более чем. Тест VD-шки на терабайт SN730 не самая плохая, скажем так, SSD-шка. Ну и мы видим по характеристикам, что она прям окей. Ну, собственно, чего вы еще ждали. Тест OCCT. Температура вообще, в принципе, процессор догрелся до 89, потом упал до 80 градусов. Но, к сожалению, упала и тактовая частота до 2,8 ГГц. Конечно, 2,9, 2,950, ну не 3,500. Конечно, хотелось бы, чтобы он рендерил это все-таки на 3,5, а не ограничивал себя по питанию, потому что, как видим, запас по охлаждению достаточно большой. То есть и графика не сильно греется, и видик не сильно греется, и процессор не сильно греется. Видик интегрированный в смысле. То есть все с температурами хорошо, работают ограничения, в целом окей. Dota. Неуверенные в себе 100 кадров, можно сказать, местами ниже, местами больше. Особенно в серьезных замесах у вас FPS может падать до 90, но как бы, камон. Dota не самая репрезентативная игра, так скажем, но и камера здесь выше, эффекты, и прям профессионалы играют. CSGO. Здесь у нас тоже максимальные настройки, неуверенные в себе, можно сказать, 170 кадров, местами с просадками до 150 и прыжками свыше 200. Ну, как бы, окей, подойдет. Родной 165 герцовый экран здесь, в принципе, оправдан. Ну, и в целом, окей. Танки. Вряд ли танки будут серьезным испытанием для данного, скажем так, графического ядра 3060, пусть и лаптоп-версии. Ну и 130 в среднем кадров здесь точно есть. Escape from Tarkov. Тоже максимальные настройки. Конечно, не максимальные руками, а максимальные просто. Но свои 45 кадров в среднем тут есть. Конечно, этого маловато будет. Но поигравшись с настройками, можно получить играбельный FPS. Учитывая, что Tarkov немного особенная игра, это нормально. Warzone. Warzone у нас максимальный пресет. И в среднем в районе 110 кадров. Местами больше, местами, правда, бывает и чуть поменьше. Но в среднем 100.
даже, как бы, не знаю, максимальные настройки, очень хороший результат. Учитывая, что это у нас настройки без DLSS. С DLSS, ну окей, у нас средний показатель FPS колеблется в районе 120, но проседает примерно так же, как и с выключенным DLSS, хотя в среднем все равно, ну, кадров как бы побольше, но такое. Red Dead Redemption. Максимальные настройки. 70 кадров в среднем есть, и в принципе даже 71. Ну и как бы с Red Dead Redemption точно никаких проблем. Все-таки 3060 лаптоп прям мощь, сила и может. Хотя вот местами есть и просадочки на улице в район 60. Ну, такое, нормально. Играть можно. С DLSS у нас FPS несколько повыше. Конечно, включать DLSS ради 4 кадров такой вопросик себе, поскольку здесь в среднем 75, ну окей, 77, и на улицах FPS падает. Тоже бывает дропается ниже 60, ну как бы окей. Но в целом понятно, что DLSS это штука для больших разрешений, здесь он работает, и в целом немножко FPS для себя процентов 10-15 можно найти. Киберпанк. Традиционная технодемка, как игра, мнения расходятся, но как, скажем так, тестовый пакет очень показательная штука, хотя и, конечно, своеобразная. Неуверенные 30 кадров без DLSS. Очень похож результат на настольную 3060. Ну да, здесь у нас. Поскольку это ультра рейтрейсинг, все дела, но как бы как есть. А вот с DLSS уже неуверенные в себе примерно 50 кадров. Ну, как бы хороший показатель. Практически играбельно на ультре. Итак, тест встроенной веб-камерой. На микрофон вы меня слышите. Микрофон в принципе реагирует достаточно неплохо. Чуть тише, чем реагирует моя петлищечка, но в целом нормально. Ну, как обычно, регулирование наклоном экрана, есть подсветка, скорость. Ну, в принципе, скорость 720p, вас узнают. Да, автофокус, автояркость, автовсё. В целом довольно неплохо. Не сказал бы, что это прям выдающийся какой-то веб-камера, но достаточно приличного качества. Можно пользоваться, все с ним окей. Ну и опять же, есть физический переключатель, с помощью которого ее можно выключить. И если сделать, она прямо из системы пропадет, все окей. И вот наш ноутбук. Но начнем, пожалуй, с экрана, поддержим немножко интригу. Что по экрану? 165 Гц, а не 120. Охват sRGB 100%, а не 60, с копейками, что прям сильно лучше, если честно. Ну и 300 нит против 250 у упрощенной модели по экрану. То есть, если вы ищете Legion, да, Lenovo Legion, только такое исполнение, только с таким экраном его стоит брать, потому что экран, ну, прям мое почтение. 100% sRGB это 100% sRGB. Это минимум, который должен быть у хорошего, премиального, дорогого ноутбука. Ну а ноутбуки в такой комплектации дешево, к сожалению, не стоят, поэтому ну, брать что-то другое только, скажем так, от большого дальтонизма. Если таковым не страдаете, то ну как бы вот как-то вот так вот нужно все это дело делать. Окей. Еще есть нюанс, который связан с производительностью. Вот здесь наклеечка есть FN плюс Q, да? Режимы производительности Silent, стандарт и Performance. И вот эта вот лампочка включения меняет цвет. Цвет она меняет на синий, белый и красный. На самом деле не так сильно сказывается на производительности. Синий это типа Silent режим, белый стандарты, он же авто, и красный Performance. Немножко донастраивает там турбину, немножко может что-то ковырять в частотах, но по большому счету окей, настройка есть, сами испытаете, ничего сверхъестественного. А вот то, что вы можете не знать, кстати, почему ты спишь? Не спи. То, что вы можете не знать, это настройки гибридного режима. Интрига, ради которой мы здесь все сегодня собрались. Помните, я в самом начале видео говорил, что есть нюанс при работе с двумя экранами в автоматическом режиме.
Так вот, этот нюанс называется гибрид мод. Как видите, у меня сейчас открыт PCMark 10, в котором 6341 балл. Но как бы в начале видео мы уже видели что-то там почти 6800. Да? Если быть точным, 6730. Ну и как бы разница довольно большая. То интересно, если отключить один из дисплеев в ноутбуке, внутренний или внешний, да, то производительность будет на том же уровне, то есть она вернется к нормальной. Именно вот когда два монитора подключаются, происходит такая просадка в гибридном режиме. В общем, имейте в виду. Ну и тест Warzone, для того, чтобы вы понимали, сколько производительности мы потеряли. Здесь у нас тест Warzone с DLSS, то есть в лучшем сценарии. В среднем здесь примерно 90 кадров, да? Но только, камон, с DLSS было примерно 120 кадров. И 90, и 120. 30% производительности только на том, что не был выключен гибрид мод. Ну ладно, 25, допустим. Это много. И это режим дублирования экранов. То есть выводится ровно одна и та же картинка. Как-то так. А в тесте, который уже вышел, который можно посмотреть по подсказке, и который, я надеюсь, вы уже смотрели, на упрощенную версию Легиона, и в общем там не все так замечательно. Когда вы подключаете второй монитор, так и 30-35% производительности улетучиваются. Просто улетают. А если гибридный режим отключить, то они с вами остаются. По сути, данная настройка переключает интегрированную графику в процессоре в положении вкл и выкл. Естественно, гибридный режим выкл — это интеграшка выкл, вкл, вкл. Она используется в режимах энергосбережения для того, чтобы сохранять вам немножко электроэнергии. Но если вы работаете, а уж тем более играете на нескольких дисплеях, да, ну или вам нужен один дисплей и второй основной дисплей, то только режим без интеграшки. Разница, соответственно, очень большая, и, к сожалению, из-за этого результаты в предыдущем тесте были не очень репрезентативны. То есть там и в PC-марке, и в играх, и в 3D-марке очень сильно отличается FPS, и, ну, к сожалению, это действительно наш косяк. Как говорится, не досмотрели. Здесь мы во всем разобрались, и если вы этого не знали, то теперь знаете. Еще эта штука переключается, кроме как софта, еще и в BIOS, ну, если вдруг вам это надо. И в целом, вот на этом, наверное, с настройками ноута все, и давайте перейдем к каким-то выводам. 5800H определенно может. Проц классный, проц мощный, можно рендерить, можно не рендерить. В BIOS поддерживается разгон, можете поразгонять запас по температуре. Есть. Ноут бустится не так активно, как бустятся ноуты других моделей, ну и опять же с выключенной интеграшкой 80 градусов, ну как бы, ребят, камон, это 80 градусов, это простор для экспериментов. 130 Вт RTX 3060, ну, мое почтение. В играх откровенно может. В рабочих приложениях, в принципе, тоже. Как рабочий ноутбук на нашем опыте видите, что это использовать можно. Конечно, 16 гигабайт штатных для этого немножко маловато. Хотя, смотря какое видео вы монтируете, ну, если брать уже конкретно наши задачи, но вам может потребоваться больше, и это больше сюда можно поставить, заменив штатную память. 2 слота M2 NVMe, то есть тоже все в принципе окей. Здесь вот сейчас 2 терабайта на SSD накопителях, с этим можно жить. Экран хороший, клавиатура удобная, тачпад, да кто им вообще пользуется. USB много. Веб-камера тоже, в принципе, на достойном уровне. Вас узнают. И это хорошо, как говорится. Ну и в целом, для кого? Для игрушек? Нет. Для игрушек есть младшая модель. Она бывает со 165 герцовым экраном. И вот ее на 5600H вам и стоит взять. Почему? Ну, в игрушках от разницы в процессорах не очень большая разница. Ну, то есть, да, 8 ядер, не 6, но, камон, современные игры в ноутах не очень чувствительны к количеству ядер. Поэтому порекомендую вам 5600H для игр. А вот если вы планируете купить его как рабочую станцию, почему нет?
очень и очень недурной вариант. Мощный, просто по-настоящему мощный. Для ноута вообще ракета. Да? Хороший видик, хорошие возможности расширения, много потов. И в целом хорошая система охлаждения, что я его сильно нахваливаю. Да, термопрокладочки можно было бы и поменять, но они не закрыты пломбой, и в принципе вы с этим справитесь. Особенно если обратитесь в сервисный центр. То как бы вообще никаких вопросов. В целом могу только порекомендовать. Lenovo Legion рекомендую без каких-либо скидок, как рабочую станцию. Данный конкретно ноутбук точно да. Как игровой я бы рекомендовал, наверное, взять немножко попроще процессор в данном случае. Ну, как бы, не нужен вам 5800H для игр объективно, в среднем. Ну, а в целом, очень и очень крутое решение. Однозначно рекомендую. Ну, на этом все. Всем пока. А главное, помните, E2 Buy. Только лучшее.